Давайте вместе с вами разбирать программы тренировок, взятые из интернета. И работают ли они? Где правда, а где выдумка? Речь идет про разные шаблонные программы тренировок, которые рассчитаны на 30 дней или на 50 подтягиваний за 7 недель, программа Ганнибала и любые другие, гуляющие по интернету. Они направлены на увеличение общей базовой подготовки в подтягиваниях, отжиманиях, прокачке пресса и так далее. Еще в 2011 году, когда я начинал тренировки, было непонятно, с чего же приступать. Но благо в интернете, на форумах выручали некоторые программы. Плюсом таких программ есть то, что они в принципе есть, и за них не просят денег. Можно просто взять и скачать такую табличку себе из интернета, распечатать, повесить себе на стену и тренироваться, зачеркивая дни. И до определенного момента большинство из них будет работать. Но только до определенного. Минусом же таких программ тренировок есть то, что они не выделяют индивидуальные особенности каждого из нас. Возраст, вес, стаж занятий, подготовку нейромышечной связи, какие-то ограничения, связанные с травмами, неправильной техникой выполнения, разным временем восстановления и другие моменты. Давайте первой разберем программу увеличения подтягиваний за 30 недель. Неизвестные авторы которой гарантируют каждому, что он подтянется около 30 раз за 30 недель, тренируясь при этом почти ежедневно. В примечании указано, что заниматься надо от 4 до 6 раз в неделю, без перерывов. Стартовать по ней можно, если вы подтягиваетесь около 8 раз. В идеале, пишут авторы, нужно заниматься всю неделю и отдыхать лишь один день, а между подходами делать отдых 2-3 минуты. И по табличке явно видна прогрессия почти с каждым новым тренировочным днем. Ну круто же звучит, правда? Давайте разбираться. Плюсы. Видна прогрессия нагрузок. Также растет объем повторений и сумма за каждую тренировку. Количество подходов тоже вменяемое. Хотя и тут тоже нужно подбирать. Кому-то только 3 подхода хватит с головой, а кому-то и 7-8. Сроки достижения более чем реалистичные. Скажу по секрету, что такой цифры в 30 подтягиваний достичь можно и гораздо быстрее, чем 30 недель. По-другому распределив усилия, и остальное будет зависеть от восстановления и генетики человека. Также хорошо, что авторы советуют, если вы не восстановились, то провести легкую тренировку или вообще отдохнуть. Но тогда программа растянется. Но время отдыха между подходами не всегда будет такое, как указано, 2-3 минуты. Потому что это индивидуальный момент. Какие же минусы? Ну, как я говорил ранее, это одинаковое для всех время отдыха. Чем больше будет расти суммарное число подтягиваний за тренировку, вам не будет постоянно хватать отдыха между тренировками и между подходами. Если вы регулярно будете одинаково линейно повышать нагрузку, как предполагают авторы, и будете закисляться в каждом подходе, делая на максимумы, ведь вы не будете так быстро восстанавливаться и не успеете привыкнуть к повышению нагрузки. И тогда, подойдя к 15-20, а то и меньше подтягиваний, вы просто упретесь в застой и перестанете прогрессировать. А чтобы не было адаптации к нагрузкам, нужно уже использовать индивидуальные изменения под конкретного человека. Менять количество подходов, время отдыха, делать периодизацию нагрузок, чтобы увеличить ваши физиологические возможности. Не бывает постоянного прогресса при натуральных тренировках. Давайте разберем следующие минусы. Ребят, а если вы недавно начали свои тренировки, либо давно занимаетесь и застряли, хотите быстрее прогрессировать, наверняка у вас накопилось много вопросов, и вам будет интересен мой опыт и ошибки. Я тренируюсь с 2011 года и подготовил для вас электронную мини-книгу. Там описаны практичные вещи по тренировкам, сделанные мной ошибки и приведен рацион питания. Если хотите поддержать канал, заходите по ссылке в закрепленном комментарии. Я отправлю книгу каждому за поддержку донатом на символическую сумму.
Это моя мотивация улучшать контент и работать дальше. Ну и пишите в личные сообщения, если нужна программа тренировок на рост ОФП, похудение, набор массы или изучение силовых элементов. Двигаемся дальше к сюжету. Следующий минус программы по подтягиваниям – это каждодневные тренировки. Ну, во-первых, такой роскоши не каждый себе позволит. По жизненному графику, если вы, конечно, не профессиональный спортсмен. Ну а во-вторых, это приведет к перетренированности. Если начинающий еще и выдержит порядка 2 недель по такой программе, но затем результаты будут замедляться. Также эта программа не подходит и тем, кто не умеет подтягиваться, или только пару раз, а таких много. Еще минус. В этой программе не учитываются другие активности. Отжимания, бег, тренажерный зал и работа в конце концов. То есть человек должен 30 недель четко следовать плану и делать только подтягивания. Но на самом деле упражнения на мышцы синергисты, типа отжиманий или других толкающих движений, пойдут только в плюс и ускорят прогресс. А что насчет других программ? Кстати, для удобного закрепления этого материала я оставлю текстовую расширенную версию в телеграм-канале Владарович. Там же есть и общий чат для обмена опытом с другими атлетами. Можно пообщаться, задать вопрос, почитать мои статьи. Нас там уже около 4000 человек. Заглядывайте. Аналогичные программы тренировок встречаются и для 100 отжиманий на 5 недель, 50 отжиманий на брусьях за 30 дней и по рельефному прессу за 6 недель. И везде у них можно наблюдать похожую структуру и прогрессии, как в подтягиваниях. Если по прессу вообще нет смысла это делать каждый день, главное питание, а тренировки ничем не отличаются от других мышц, и там тоже нужно восстановление. Конечно, пресс будет крайне сложно перетренировать, но вот над лишней нагрузкой, которую можно и не делать, стоит задуматься. Также популярный пример программы тренировок из интернета – это тренировка Ганнибала за 45 минут. Думаю, многие слышали, что там нужно вложиться в указанное время и сделать вот такие вот гигантские число повторений. Это лесенка из отжиманий на 11 подходов, и в сумме будет 275 раз. Подтягиваний прямой хват 70 раз в сумме и нижний хват 70 раз. Также отжимания на брусьях 165 повторений. И все это, напомню, за 45 минут. У меня получалось это до 30 минут, но в таких тренировках сильно изнашиваются суставы, и главнее тут скорость, чем техника, поэтому точно это не программа на каждую неделю. Так, чисто раз в полгода проверить себя. В целом, для начинающих, программы тренировок из интернета могут дать положительный старт на несколько недель. Ну, а дальше уже или включать голову и думать, как подстраивать под себя, или обращаться за помощью к специалистам с опытом. Пишите в комментарии, если у вас остались вопросы. Отвечать стараюсь каждому. Нажимай на плейлист на экране и смотри другое полезное видео. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Автор сюжета Владарович.